уже вот-вот колпачки соскочат. Цветение практически в разгаре. Практически все колпачки уже скинуло. Сигнал к тому, что мне срочно надо обработать виноград. До соцветия я пасынки полностью удаляю. Они не нужны. Прям красота. Налюбоваться не могу. Всем привет, 9 июня 2024 года. Сейчас у нас начинается период цветения винограда. Сейчас покажу, что я в принципе делаю, буду делать. А это не призыв к действию, это я просто показываю, что делаю я. А вы можете делать так, можете делать поперек, наоборот. Поэтому я просто делюсь своим опытом, своим знанием. Поэтому смотрите. Большинство сортов начинает соцветие разрыхляться. Идет уже процесс. В общем, это показывает о том, что скоро начнется цветение. Алешенькин местами не очень рыхлый, а вот есть. Вот сейчас покажу, видите, здесь уже вот-вот колпачки соскочат. Вот прям рыхленький стал. Это говорит о том, что буквально, скорее всего, где-нибудь завтра-послезавтра цветение здесь начнется. На всех сортах картина плюс-минус одинаковая. Для меня индикатором всегда была альфа. Ее уже у меня нет. У соседей есть, там она уже отцвела, уже горошек есть. На данный момент индикатор у меня Юпитер. Смотрите, здесь уже цветение практически в разгаре. Практически все колпачки уже скинуло. Начинается цветение. Не везде, не все, но уже, скажем, процентов на 40, наверное, уже пошел процесс. В общем, это сигнал к тому, что мне срочно надо обработать виноград. Многие, например, если какой-то сорт начал цвести и уже не обрабатывают, я обрабатываю по цветению, начало цветению Юпитера. Проблем это не доставляет. Остальные не цветут, поэтому я не буду разграничивать на части. Что-то сейчас обработать, что-то позже. Я обрабатываю все и сразу. В общем, вчера я уже провел обработку. Это уже показываю обработанный свой виноградник. Все обработано, я успел между дождями, потому что у нас сейчас зарядили дожди. Была сильная засуха, но сейчас опять похолодало и дожди, была жара. В общем, наша работа перед цветением, в принципе, как и всегда, мы удаляем пасынки, оставляем по одному листочку или два на пасынках, убираем усы. Вот пасынки, видите, я проморгал. Значит, до соцветия я пасынки полностью удаляю, они не нужны. После соцветия 1-2 листика, кому как удобно. Здесь довольно длинный побежек, поэтому я на таких длинных оставляю 1 листик. Если коротенький, оставляю по 2. Не суть важно. Можно это пальцами делать, можно ножничками, можно садовыми ножницами для цветов, чем угодно. Берем и чикаем, если пальцы жалко, потому что они зеленые станут. Здесь уже все, в принципе, у меня прочикано. Но усы мы чикаем, потому что они цепляют друг друга. Какое-то питание, конечно, тоже забирают, но мне больше не нравится то, что они цепляются за все, что не попадя, и потом очень трудно за этим всем ухаживать. Вот, кстати, новая игрушка у меня. Все равно будете спрашивать, значит, вот пришли ко мне вот такие ножницы фирмы Chicamasa. Это чистая Япония, и бренд японский, и произведено в Японии. Chicamasa T55SC. Лезвие режущее выполнены из нержавеющей стали и подходит для тяжелых условий во влажных средах. Для черенкования, для резки цветов, для ухода за помидорами самое то. В общем, я его еще пока тестирую, но в принципе мне уже нравится. Он довольно острый. Я даже умудрился об эти кончики, хоть они и закруглены, вот здесь я умудрился даже порезаться. Поэтому с ними нужно очень аккуратно. Вообще очень легкая, прикольная штука. У меня есть похожие ножницы, но, честно говоря, они рядом не стояли. Вот этот может конкурировать с довольно такими серьезными брендами по секаторам. У меня еще есть секатор. Секатор, может быть, потом тоже покажу. Показатель качества. Вот, например, лоза. Вот это уже высохший. Покажи побег. Вот такой побежек. И здесь не проснулись почки. Здесь довольно все сухое. И я, в принципе, обрезаю обычно это секатором. Обычными садовыми ножницами режешь, оно вот так проскальзывает и ничего не получается. Здесь, смотрите. Прям красота. Налюбоваться не могу. Он не хуже секатора режет. Поэтому рекомендую вот на 100%. На эти ножнички, где можно приобрести, ссылка будет в описании под видео. Побеги уже достигли предпоследней проволоки. Уже не за горами и последняя проволока. Некоторые чуть меньше, некоторые чуть больше. Если идет неравномерно, например, вот эти ниже, эти выше, этот выше. Можно, в принципе, более высокие сделать прищипочку. Берем, отщипываем.
И более-менее будет все равномерно. Питание более-менее распределится. И в принципе будет все активно расти одинаково. Связки у меня, вот скажем, мои излюбленные. Это проволока накрученная. Тоже многолетняя, но все-таки со временем вот эта оплетка, она разрушается. И сейчас для меня топчик, это, конечно, вот эти вот китайские прихваточки. Они очень классно работают. Причем, если будете брать вот такие, берите обязательно со шляпками. Они и снимаются легче, пальцы не так повреждаются, и одеваются вот так. Щелк, все готово. Все выломано, прорежено. Проветривание неплохое. В общем, на уровне грозди мы пасынки убираем. Все, что выше пошло, 1-2 листика оставляем. Вот так вот прищипываем. Хотите ножничками, хотите пальчиками. Чем вам больше нравится. Обработку я провел, значит, Редомил Голд 25 грамм и Топаз 4 мл. У меня есть приличный запас этого добра, хотя я уже затарился другими препаратами. У нас всегда выбор был слабоватый, но, в общем, сейчас больше появилась возможность купить каких-то нормальных препаратов. Подзатарился, у меня сейчас от милдю появился Инфинита. Антракол я использую от антракноза, его уже использовал. Квадрис он и от милдю, и от аидиума. И от аидиума затарился Луна Экспириенс, Фалькон, Топсин М. Ну и от вредителей, что там, Калипсо взял и Аберон. Правда, он просто золотой. Я хотел Актелик взять, но его не было. И по удобрениям взял Агромастер 3.11.38 с большим составом фосфора и калия. По удобрениям, значит, у меня была подкормка в корень. Так как все-таки дача, коровяк не особо найти, я делал настой травы и все это вонючку под корень. Если есть возможность коровяк, конечно, лучше коровяк, куряк, делать настой и в корень буквально 1-2 подкормки за сезон. И то это в первой половине лета. Потом уже азотом кормить нельзя будет, только фосфор и калий. Главное не перекармливать. Я делал баковую смесь, Редомил 25 грамм, Топаз 4 мл. Добавил свич от гнили 10 грамм на 10 литров воды. И добавил кристаллон зеленый в эту же баковую смесь. Еще можно добавлять для лучшего цветения 10 грамм борной кислоты и 5 грамм серного кислого цинка. Это для того, чтобы соцветия лучше опылились. Можно делать кормежку отдельно, фунгициды отдельно. Мне тут особо времени не было. Я все сделал в одну баковую смесь. Возможно, сейчас в меня полетят тухлые помидоры, но я так делаю не 1 год, и все нормально работает. Вообще рекомендуется, конечно, поменьше химозить, но все-таки, когда есть время, если я живу, например, на участке, то я могу сегодня одним обработать, завтра другим, послезавтра третьим. Здесь я появляюсь раз в неделю, и то, если погода нормальная, если дождей нет. Не всегда так получается, поэтому как есть, так есть. Я вам показывал атоз 2 недели назад, он подхватил антракноз. Это уже лист подрос, болезни остановил, антраколом обрабатывал. Вот следующие листья пошли, вот молодые листья, они в принципе нормальные, живые. Единственное, тут возможно подгрызают грызущие сосущие. Кстати, в баковую смесь можно еще от грызущих сосущих вредителей что-нибудь добавить. Тоже в эту же баковую смесь. Я вчера тоже все это добавил. Именно что не суть важно, главное, чтобы от комплекса вредителей было. Желательно тоже системник какой-нибудь там кишечного действия. С большего по участку лист везде здоровый, все нормально. Некоторые сорта вообще даже ничем не повреждены, ни антракнозом, никакими. Кстати, даже град был, вроде, ну он такой кратковременный был, но довольно крупный. Даже ничего особо не повредило. Буквально 1-2 листика на всем участке. Еще даже тут порядка не делал. В общем, сделал такие приямки. По поводу подкормки, приямков, поливочных труб, наверное, потом сделаем отдельное видео, там более подробно на этом остановимся. Многие зрители ждут видео, чтобы посмотреть именно чем я обработаю, чтобы полностью повторить. Не надо полностью повторять. Не у всех одинаковые химпрепараты есть в регионах, где вы живете. Поэтому берите то, что у вас есть в магазинах. На рынках особо не рекомендую брать. Там очень часто продают подделку. Хотя довольно редкие фунгициды, поэтому особо не рискуйте. Берите то, что у вас есть в наличии. От милдю и от аидиума. Это основные болезни. Именно системные препараты. Сейчас используем системные. Вот сейчас я сделал обработку и могу буквально не прикасаться к винограду уже недели 2, а то и 3. Единственное, только надо будет, опять же, смотреть за усами, подвязочка, ну и все такое, чтобы шло все ровненько и красивенько.
В этом году все цветет очень довольно рано, но вообще как-то странно климат себя повел, что даже вот у нас как-то начинается цветение, ну, примерно цветет в этом году практически как в центральной Украине или там, как бы, ну, не в Южной России, но где-нибудь тоже южнее, чем Беларусь. Плюс-минус как-то зацвело у многих одинаково. Но у меня более-менее, наверное, я считаю, вовремя. В общем, в любом случае цветет довольно рано по сравнению с нашим обычным климатом. Поэтому проблем вообще не вижу. Ну вот, цветение, процесс пошел. Прима Украины. Сбросила колпачки. Мускат Блау. Вот вчера обработал, сегодня уже началось цветение. Сегодня читал ваши комментарии. Ну, честно говоря, немножко удивило, что... Ладно, Гомельская область. Это все-таки южная часть Беларуси. Там всегда у нас цветение где-то на неделю, на две заканчивается раньше. Ну и, соответственно, урожай всегда пораньше и получше. А вот удивило, что в Калининградской области там тоже цветение, вот писали люди, что у них цветение тоже уже заканчивается. Но это странно, это такой конкретный север по сравнению с нами. Но вообще, конечно, этот год феноменальный. Пишите в комментариях, как у вас проходит цветение. Возможно, у вас уже и завершилось, а у нас только начинается. У меня товарищ километров 15 на запад от меня. У него цветение тоже уже вовсю, уже неделю назад началось. Условия те же, все то же самое, но у него тоже на неделю как-то все раньше пошло. Ну, так странно. Ну, понятно, что все зависит еще от условий. У него там пристеночек, может солнца больше и так далее. Но имеет место быть, что все-таки у многих раньше, а у кого-то позже. Всем пока, хороших урожаев, удачи!